Это Катао, небольшой тропический остров Сиамского залива в Таиланде. Он славится кристально чистой водой, белоснежными пляжами, потрясающими местами для снорклинга и дайвинга, а еще здесь царит особая атмосфера свободы и уединения. В этом выпуске я расскажу тебе все, как сюда добраться, где лучше остановиться, какие пляжи стоит посетить, также разберем, кто чаще всего приезжает на Катао. Уверен, к концу этого видео ты захочешь купить билет и отправиться сюда. Так что усаживайся поудобнее, подписывайся на наш канал и поехали! Катао – это остров, но добраться сюда можно только по воде. Есть два основных маршрута. Самый удобный, но дорогой способ – лететь в аэропорт Самуи. Билет стоит около $100 в одну сторону, а затем сесть на паром до Катао. Полет из Бангкока занимает всего час, а сам паром идет примерно 1,5–2 часа. Если вы уже находитесь на ближайших островах, Панган или Самуи, то проблем нет. Каждый день отсюда ходят паромы. Бюджетный вариант – это лететь в Сурутани или Чумхон, а оттуда добираться на автобусе и пароме. Это займет больше времени, но обойдется дешевле. Мы выбрали именно этот маршрут. Чтобы не искать транспорт на месте, мы заранее сразу же приобрели единый билет – аэропорт, автобус плюс паром. В аэропорту мы сели в автобус, который довез нас до пирса, а там пересели на паром, который за 3–4 часа доставил нас на Катао. Где купить билеты на паром? Билеты можно взять на месте отправления, но лучше бронировать заранее. Мы купили через сайт 12Go Asia. Это удобно, но учтите, что для оплаты нужна карта иностранного банка. Так что выбирайте маршрут под свой бюджет и удобство. Важно, если ты путешествуешь в сезон дождей, с октября по декабрь море может быть неспокойным, и паромы иногда отменяют, проверяя прогноз погоды заранее. Чтобы по-настоящему понять Катао, вам нужен байк. Остров маленький, расстояние тут 5–10 минут в любую сторону, но без байка вы здесь буквально не выживете. Пешком забудьте, здесь все заточено под движение на двух колесах. Крутые подъемы, резкие спуски, и даже если кажется, что до пляжа вот он рядом, на деле туда без байка просто не добраться. Если вы никогда не водили байк, особенно в Азии, Катао точно не лучшее место, чтобы начинать. Здесь даже простая дорога может превратиться в мини-экстрим. На Катао комфортнее всего тем, кто уже катался в Таиланде, Вьетнаме или на Бали. Но если все же решите взять байк, вот что важно знать. Аренда стоит в среднем 250–400 бат в сутки. Наш байк обошелся в 300 бат за день. Цена зависит от модели, мощности и срока аренды. Если берете на несколько дней, часто делают скидку. Лучше заранее найти аренду через Google Maps. Ориентируйтесь на рейтинг и отзывы. Это реально работает. Паспорт в залог оставлять не обязательно. Чаще всего можно договориться оставить денежный депозит – 3–5 тысяч бат. Перед выездом обязательно сфотографируйте байк со всех сторон. Это убережет от спорных ситуаций при возврате. И да, шлем. Даже если его здесь никто не носит, надевайте всегда. И еще один момент про такси. На острове нет привычных приложений вроде Grab или Bolt. Такси можно заказать только через ресепшн в отеле или поймать на улице. Чаще всего это большие, огромные минивэны. Но учтите, это не бюджетно. Поездка может стоить от 100 до 500 бат и выше, в зависимости от расстояния. Так что если планируете активно перемещаться, байк остается самым удобным и выгодным вариантом. Ну а перед тем, как отправиться в дорогу, важно выбрать хорошее место для проживания, чтобы было удобно и отдыхать, и кататься. Если ты хочешь просыпаться и сразу оказываться на пляже, стоит выбрать отель или бунгало у побережья. Сари Бич – это одно из самых популярных мест для проживания. Здесь ты будешь в центре событий, рядом с кафе, барами и удобным доступом к транспортным средствам для исследования острова. Для тех, кто ищет уединение, есть множество уютных бунгало на восточной стороне острова, где можно насладиться тишиной и спокойствием. Отели с видом на море или на джунгли – это идеальное место для романтического отдыха. Катао – это остров, где можно найти жилье на любой вкус и кошелек. Если ты ищешь тусовку, выбирай район Сари Бич. Здесь много баров, магазинов и ночной жизни. Минус может быть шумно. Если хочешь уединения, лучше селиться на восточном побережье – Алилук-Бэй, Танот-Бэй, Шарк-Бэй. Здесь тишина, природа и мало туристов. А если ты путешествуешь с минимальным бюджетом, на острове есть хостелы и гостевые дома, где можно остановиться за 300–500 бат за ночь. Кто же чаще всего приезжает сюда?
первую очередь, это те, кто ищет приключений и нового опыта. Молодые путешественники, пары, любители активного отдыха и дайвинга – это основная аудитория Катао. Здесь очень много молодежи и почти нет семей с детьми. Это отчасти объясняет, почему на острове низкие цены. Кажется, все ориентировано на молодую публику. Особенно остров популярен среди тех, кто впервые решает попробовать дайвинг. Здесь обучают людей с нуля, и многие приезжают, чтобы получить международный сертификат. Даже если ты только собираешься попробовать дайвинг, Катао – это идеальное место для начала. Здесь расположены десятки школ дайвинга, каждая из которых готова предложить разнообразные курсы, от базового обучения до получения международных сертификатов ПАДИ. Для тех, кто не владеет английским, есть отличные новости. На Катао ты можешь найти инструкторов, говорящих на русском языке. Это очень удобно для тех, кто предпочитает обучаться в комфортной и понятной атмосфере. Ты можешь пройти курс и стать сертифицированным дайвером прямо здесь, на Катао, погружаться в теплые воды Сиамского залива, оказаться среди кораллов, черепах и разноцветных рыб, увидеть подводный мир, который останется с тобой навсегда. А если ты уже с опытом, остров предложит тебе десятки потрясающих локаций. Скалы, рифы, затонувшие суда. Все рядом, все просто. И все ради этого ощущения, когда ты плывешь в полной тишине, а вокруг только море и жизнь. Если ты когда-то мечтал об этом, время пришло. Катао ждет. И вот теперь, когда ты готов к путешествию, давай поговорим о лучших пляжах Катао, местах, где ты сможешь насладиться природой, расслабиться и насобирать впечатлений на всю жизнь. Остров славится своими живописными пляжами, каждый из которых по-своему уникален. На самом деле здесь более 20 пляжей, но есть несколько, которые стоит посетить в первую очередь. Алилук-Бэй – одно из самых живописных мест на Катао, особенно для любителей снорклинга. Вода здесь невероятно чистая, а под водой настоящий подводный мир с разнообразными морскими обитателями. Этот пляж идеально подходит для тех, кто хочет насладиться уединением, ведь здесь не так много людей, а атмосфера этого места просто магическая. Это не только один из лучших пляжей для снорклинга, но и просто отличное место для отдыха вдали от шума. Джонсон-Бэй – это идеальный пляж для тех, кто хочет тишины и уединения. Здесь спокойно, нет толпы и можно по-настоящему отдохнуть от суеты. Это маленький залив с золотым песком. Вокруг зеленые скалы и пальмы, которые дают приятную тень. Здесь легко просто лечь, закрыть глаза и ничего не делать. А если захочется снорклинга, вода прозрачная, как стекло. Ныряешь и видишь рыб, кораллы и целый подводный мир. Да, это не самый туристический пляж, но именно в этом его прелесть. Он тихий, красивый и по-настоящему уютный. Если тебе нужно место, чтобы выдохнуть, Джонсон-Бэй точно стоит твоего внимания. Танот-Бэй – это пляж, идеально подходящий для тех, кто ищет захватывающие виды и атмосферу уединения. Он окружен высокими зелеными горами, которые словно обнимают залив, пряча его от внешнего мира. А для любителей адреналина здесь есть большая скала, с которой можно прыгнуть прямо в море. Кроме того, это отличное место для снорклинга. Манго-Бэй – один из самых уединенных и скрытых пляжей Катао. Добраться сюда непросто. Самый удобный и безопасный способ – это отправиться на лодке. Если все же решитесь отправиться на байке, будьте готовы к настоящему приключению. Дорога крутая, ухабистая, а в конце пути придется спускаться по тропе и пробираться по скалам к берегу. Но все это того стоит. Манго-Бэй считается одним из лучших мест на острове для снорклинга и дайвинга. Если бы пришлось выбрать один пляж для отдыха на Катао, то, пожалуй, это был бы Хатьен. Здесь белоснежный мелкий песок, тень от пальм и абсолютный релакс. Прямо у берега кораллы, разноцветные рыбки и маленькие рифовые акулы. Именно из-за них бухта и получила свое второе название – Шарк-Бэй. Это самый любимый мой пляж. И чтобы по-настоящему прочувствовать его уникальную атмосферу, сюда стоит обязательно приехать. Пляж находится на территории резорта, и вход сюда платный – 200 бат с человека. В стоимость входит освежающий напиток из бара, но поверьте, это того стоит. И, конечно, нельзя не рассказать про Сайри-Бич, самый известный и самый живой пляж на Катао. Это настоящее сердце острова.
Сайри – это место, где встречаются люди со всего мира. Кто-то только что вернулся с дайвинга. Рядом ребята играют в мяч у воды, а другие просто гуляют вдоль берега и ловят последние лучи солнца. Здесь никто не спешит, каждый отдыхает в своем ритме. По вечерам кафе наполняется людьми. Цены приятные, выбор большой, от тайских блюд до европейской кухни. Еще тут многое разрешено. Даже то, что раньше считалось запрещенным, каннабис на острове легален. Его не прячут и продают в открытых магазинах на каждом углу с меню, как в кафе. Сейчас много разговоров на эту тему. То хотят запретить, а из последнего предложили продавать по рецепту врача. Но все может меняться. Если планируешь поездку, имей в виду, что вход на многие пляжи на Котао платный. Обычно от 50 до 100 бат с человека. Каждый пляж на острове – это свой мир. От оживленных и популярных до тихих и уединенных. Ты обязательно найдешь тот, что подойдет именно тебе. Чтобы по-настоящему почувствовать масштаб и красоту Котао, нужно подняться повыше. На острове есть несколько смотровых площадок с потрясающими панорамами. Одна из самых известных – это Джон Суан Viewpoint. Отсюда открывается вид сразу на две стороны острова – пляжи Чолок-Бэй и Хатьен. Если любишь красивые виды и хорошие кадры, обязательно загляни сюда. Кстати, не доходя до самой вершины, есть отличная локация для классных фото. Приходить сюда лучше днем, тогда свет самый удачный. Забыл сказать, что вход сюда платный, 50 бат. В эту сумму входит не только сама смотровая площадка, но и доступ к ближайшим пляжам. А теперь давай отправимся на Top Viewpoint, самую высокую точку на Котао. Ребята, мы поднимаемся на Top Viewpoint. Это самая высокая точка на острове. Очень будьте осторожны сюда подниматься. Проще всего поберегите себя и оставьте свой байк на парковке внизу. Там рядом находится отель. Точку мы оставим в описании. Но если вы все же решитесь поехать, то вам нужно быть очень крайне осторожным. Но всячески рекомендуем не ехать самим. Это прям вот 100%. Потому что очень много людей падают, разбиваются. Можете даже зайти на картах Google, посмотреть, там есть фотографии, как люди уродуются, и реально дорога очень опасная. Это предупреждение о том, что дорога все, капут и очень опасна. Мы, допустим, преодолели один вот подъем, сильный достаточно. Байк еле-еле заехал, мы его оставили вот здесь, как бы спрятали. В основном, вот где вот эта вот зеленая табличка, в основном вот тут именно все и падают, потому что байк не способен затащить массу тела, особенно двоих. То есть он вообще никак не едет. Либо нужен очень мощный байк, но и уверенность в том, что вы прям супер водитель байка. Надеюсь, видно, насколько здесь очень высокие крутые подъемы. Так что будьте осторожны, проще пройтись пешком. Обязательно с собой берите удобную обувь, это очень важно. Очень много людей ходят в шлепках, в сланцах, также могут подвернуть ногу, упасть. И вот, никому проблемы не нужны. И самое главное, оформляйте страховку, потому что на всякий случай медицина в Таиланде очень дорогая. Вдруг что-то, вы упадете, разобьете, не дай бог сломаете ногу. Страховка вас как бы всегда выручит, потому что медицина здесь, еще раз говорю, очень дорогая, дорогостоящая операция, и у них всегда происходит чаще всего так. Вы сначала платите, потом вас лечат. Не будет такого, что вам нужна там срочная операция, вас будут лечить, а потом вы будете платить. Вот по факту мы очень мало записываем видео, прям лайв такого контента. Поверьте, ребята, вот мы вчера спускались на пляж, там реально просто невозможно снимать. Мало того, что мы идем с тем же оборудованием, чтобы записать там с дрона, потому что связь достаточно почему-то перебивается. Не знаю, может быть, глушилки. И идешь и просто запыхаешься, сил на разговор просто-напросто нету. Так что поймите, почему у нас мало таких лайв-видео. Все потому, что в этот момент мы идем по горе, чтобы вам снять и показать
куда мы пришли. Виды, конечно же, здесь потрясающие, но мы всего преодолели 2 подъема и идем дальше. Вот так вот. По указателю вот здесь сначала было 300 метров, но теперь кто-то зачеркнул и написал 100. Но говорят, если туда подняться, вы платите за вход, и вам еще дадут бутылочку воды. Это, наверное, за тот труд, который вы преодолели. А так, кто хочет действительно привести форму в порядок, потренироваться, никакой спортзал не нужен, приезжайте на Котау. Здесь очень круто. Но подъем по факту не такой долгий, учитывая, что мы еще доехали до красных больших восклицательных знаков. И вот чуть-чуть прошли. Где-то подъемчика еще 3. И мы уже здесь. Здесь, кстати, когда пойдете по острову, заметите очень много белочек. Ну, конечно же, когда я достаю камеру, они все куда-то убегают. Ну, так прикольные, маленькие, прыгают, бегают. Наконец-то мы добрались. Топ Viewpoint. Вход стоит 100 бат. И вам еще должны дать напиток в подарок. Здесь такие вот тайки. Здесь вот один вход. И где-то, может быть, выше еще. Но в основном основная точка вот здесь. Сейчас я вам покажу, какой потрясающий вид отсюда открывается. Ребят, ну я точно согласен с тем, что это действительно топ-поинт. Вид здесь открывается реально потрясающий. Он открывается на острова Наньк-Нюань. Их 3, и они соединены все песчаной косой. Вы только посмотрите, какой потрясающий вид. Ну реально. Мы вот пришли, самые первые, самые выжившие люди, которые смогли сюда подняться. Ну реально, вид того стоит. Глядя на этот вид, сложно не захотеть оказаться там. И это легко устроить. Обычно туда отправляются утром, потому что это охраняемая территория с особыми правилами. Добраться очень просто. Всего 5-10 минут на тайской лодке. Экскурсию можно купить в любом туристическом агентстве. На Сайри-Бич очень много таких точек. Но мы нашли женщину прямо на пляже, тоже Сайри-Бич. И договорились с ней за 300 бат с человека туда-обратно. Нас высадили на остров, а через пару часов нас пообещали забрать. Вход на остров оплачивается отдельно. 250 бат с человека. На острове есть один отель, и если хочешь остаться с ночевкой, готовь около $110 за ночь. Остров открыт с 10 утра до 3 часов дня. После 3 все туристы уезжают, и остров остается в полном вашем распоряжении. Пляж становится пустым, тишина вокруг, и создается ощущение, будто весь остров только для вас. Важно знать, Наньк-Нюань – это охраняемая территория. Здесь нельзя приносить пластиковые бутылки и плавать в ластах. Все ради защиты кораллов и подводной жизни. Обязательно поднимитесь на смотровую площадку. С вершины открывается тот самый пейзаж, ради которого сюда приезжают со всего мира. Тонкая песчаная коса, бирюзовая вода и бескрайний океан на горизонте. Наньк-Нюань – это место, где хочется остаться подольше. Послушать волны, ловить ветер и просто наслаждаться моментом. Мы приехали еще в одно классное место, называется Дусит Буча. Здесь панорамный бассейн с видом потрясающим на Наньк-Юань. Это острова, которые просто-напросто визитная карточка острова Котао. По стоимости входа мы так и не поняли, потому что мы просто-напросто прошли мимо ресепшена, мы не заплатили за вход, но ради приличия Настя заказала в баре пару коктейлей. Мы еще попали очень удачно на акцию, там 2 по цене одного, счастливые часы с 3 до 5 часов. Мы взяли 2 классических коктейльчика по стоимости 220 бат, но еще нужно дополнительно заплатить налог 17%. Учитывайте это при заказе. Мы здесь уже находимся где-то около часа, ходим бродим, изучаем территорию. Там никто ничего не подходит, ничего никто не спрашивает, ничего не говорит. И это, кстати, закатная часть острова. Здесь можно встретить закат в таком потрясающем месте, с таким потрясающим видом на острова Наньк-Нюань.
Если вы приехали в Таиланд, обязательно попробуйте местные фрукты. На Ка Тау с этим все просто. В любой фруктовой лавке настоящий рай. Ароматный манго, сочный ананас, драгонфрукт, мангустин, ланган. Выбор огромный, глаза разбегаются. Тайский манго – это отдельная история. Он совсем не похож на то, что в супермаркете дома. Мягкий, сладкий, буквально тает во рту. В сезон килограмм стоит 50-100 бат. Зимой цена поднимается до 150-200 бат. Попробуешь хотя бы раз и уже не забудешь. Таиланд – это настоящий рай для гурманов, особенно когда ты знаешь, что попробовать. Все знают том ям и пад тай. Это вкусно, но есть гораздо больше других различных блюд, которые не на слуху, но тоже очень вкусные. Сегодня мы вам покажем наш топ любимых тайских блюд, которые однозначно стоит попробовать. Мы находимся в одном из тайских кафе, и посмотрите, сколько много всего мы заказали. И начнем мы с супа Том Кха. Этот суп стал для нас настоящим открытием. Он очень нежный, мягкий, он на кокосовом молоке. Также есть он с курицей и с морепродуктами. У нас вот с морепродуктами здесь креветки, кальмары, различные овощи. Если вы увидите данный суп в меню, обязательно вам стоит его попробовать. И одно из любимых моих блюд – это chicken cashew. Это такая курочка с кисло-сладким соусом, орешки кешью и очень много овощей. А курицу везде готовят по-разному. Где-то она более обжаристая, где-то она более хрустящая, где-то она более такая тушеная. Блюдо совсем не острое, так что не бойтесь, кто боится остроты, берите смело. Блюдо реально очень вкусное, я, наверное, его и кушаю каждый день, оно мне очень сильно нравится. Также рекомендую попробовать вам салат с папайей. Все очень просто, это молодая папайя, свежая, зеленая, здесь еще морковка и огурчики, помидорка, также добавлены орешки. Очень необычный вкус, очень классная заправка. Ну, это просто-напросто сложно описать, но действительно стоит попробовать. Это такой достаточно базовый салат, больше относится к закуске, так что пока вы ждете основное блюдо, рекомендую вам начать именно с салата. Он очень такой необычный по вкусу, чем-то похож на квашеную капусту, может быть, что-то типа такого. И также вам хочу порекомендовать и завершить любую трапезу. Это вот такое блюдо. Это называется манго стики райс. Это просто какое-то блаженство. Свежая манго, сладкий рис. И часто еще подают с типа такая сладкая сгущенка на кокосовом молоке. Спросите меня, манго и рис, проще же покушать манго. Однозначно стоит попробовать данное блюдо, все же это местная кухня и очень необычное сочетание сладкий рис и манго. Так что однозначно рекомендую вам его попробовать. Очень вкусно, и мы очень часто берем данное блюдо везде, где угодно. Их продают и на улице, и в кафе. Стоимость разная, от 60 до 120 бат, в зависимости от ресторана, куда вы придете. Еще один классический уличный десерт Таиланда – это блинчики роти. Тонкое тесто жарят на масле до хрустящей корочки. Хрустящие снаружи, мягкие и теплые внутри. Это тот десерт, который хочется есть каждый день. Один раз попробуешь и будешь искать каждый раз, когда вернешься сюда. Блинчики все готовят абсолютно по-разному. Здесь больше блин похож на такую, как лепешку. Очень много разных начинок. Мне нравится очень с бананом, но здесь вот сегодня еще и нутеллу добавили. Блинчики продают вот либо на маленьких таких небольших рынках, либо просто-напросто в Макашнице рядом с дорогой, и тоже будет очень вкусно. Рекомендую, обязательно попробуйте. Тайская еда – это кайф, но знаешь, что ты будешь видеть и слышать чаще, чем пад тай? Это звук дверей 7-Eleven. Магазины тут буквально на каждом шагу. Это самый популярный магазин у туристов. Ты еще не проголодался, а он уже рядом. Магазин настолько популярен, что очень часто снимают про него рилсы. В частности, про те продукты, которые там продаются. И некоторые из них я вам хочу показать, которые нам очень сильно понравились. Это вот такие орехи. Они есть разных вкусов. Это не острые орешки, они с кокосом. Есть с васаби. Очень вкусные орехи. Рекомендую вам их попробовать. Есть различные желешки. Она здесь же еще и с витамином. Коллаген и витамин С. Очень прохладительно пожевать ее где-нибудь на солнышке, очень вкусно и еще и полезно. Также у них есть вот такие капсулы. Это такая капсула, которая надевается на крышку. Сейчас я вам покажу. То есть она вот в пакетике, такая вот капсула. Вы ее накручиваете на крышку, продавливаете.
взбалтываете бутылку, и у вас будет с коллагеном также на стойке очень много разных таких вот коробочек с разными вкусами, с разными витаминами. Тоже рекомендую попробовать. Ну и куда же без знаменитых сэндвичей 7-Eleven. Сэндвичей очень много различных вкусов. Мне нравится вот такой классический сэндвич. Вы его покупаете, идете на кассу, пробиваете, они вам тут же предлагают его разогреть. Он получается таким сочным, горячим, хрустящим, очень вкусно. Особенно если вы там торопитесь куда-то в аэропорт, либо просто забыли позавтракать, заехали в 7-Eleven, купили вот такой сэндвич, день удался, и реально вкусный сэндвич, рекомендую. Также в Таиланде очень много различных чипсов с разными вкусами. Мне нравятся вот эти, это сладкий базилик. Также очень много разных вкусов чипс. Есть вот лейсы, есть местные чипсы. Есть вообще вот супер, просто мега острые чипсы. Но мы все же предпочитаем классические, но с необычным вкусом. Тоже рекомендую, попробуйте. Также рекомендую попробовать чаи. Чаев очень много на различные вкусы. Это, допустим, лимон и мед. Очень вкусный и очень классно охлаждает. Кто любит чаи, ставьте лайк под этим видео. Ну и так как мы находимся в Азии, каждый раз со мной это спрей от комаров. Это вот такой локальный спрей от бренда Самуя. Он всегда при мне. Я его всегда ношу в своей любимой сумке от Born to Be. Это достаточно большая такая вместительная сумка. Туда помещается абсолютно все. Все, что угодно. Но для тех, кто не любит большие сумочки, у них есть также и маленькая сумка. Формат City. Очень прикольная сумка, очень классно сделана. Застегнули на плечо, через плечо, на талию и погнали исследовать остров. У бренда также есть классные вещи. У них есть классные футболки. Вот на мне тоже футболочка от Born to Be. Также у них есть спортивные костюмы. Ну а с полным ассортиментом вы можете ознакомиться по ссылочке в описании. Ну вот и все. Теперь вы знаете все самое важное о Котао. Остров, в который легко влюбиться, за снорклинг, уютные пляжи, тишину и ту самую атмосферу. Все полезные ссылки в описании под видео, а метки с локациями мы собрали в нашем телеграм-канале. Переходите туда, все удобно собрано в одном месте. А чтобы помочь в продвижении, подпишитесь на наш YouTube-канал, поставьте лайк этому видео и напишите комментарий. Это очень помогает нам развиваться. Спасибо, что смотрели. До новых встреч и до новых островов.